Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Самое главное, правильно подобрать размер крючка. Ну, а я в свою очередь расскажу о ниточках, с которыми я сегодня работаю. Смотрите, называются они Alize Burkum Baby Batik. То есть вот такое интересное секционное окрашивание. Идем дальше. В 100 граммах находится 210 метров. Смотрите, это стопроцентный акрил и советуют вязать данную пряжу спицами. Но мы, крючковязы, хотим тоже попробовать связать. И поэтому сегодня я беру вот такой вот интересный, необычный длинный крючок. Называется он тунисский. И беру я его размером 3,5 миллиметра. Вы точно так же читаете инструкцию, нотацию к своей пряже, подбираете крючок под свою плотность вязания, а также исходя из рекомендаций здесь вот в аннотации, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 2 петелькам, то есть мы набираем любое количество петель кратное 2. Я буду набирать 30 воздушных петелек. Вы набирайте, сколько вам будет удобно. Не забывайте, что тунисский крючок мы держим как спицу, да, иначе просто будет неудобно. Крючок очень длинный. Итак, все остальное как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы данную петельку не считаем. А теперь я набираю 30 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, вот у нас петелька на крючке. Так? От нее мы отсчитываем вторую петельку. 1, 2. Во вторую петельку нырнули, вытянули ниточку и держим на крючке. В следующую петельку цепочки ныряем, вытягиваем ниточку и держим петельку на крючке. И вот так вот мы в каждую петельку цепочки ныряем, вытягиваем ниточку, делаем набор петелек на крючок. Количество петелек на крючке у нас должно быть ровно столько, сколько петелек вы набрали в цепочку. То есть, если я набрала 30 воздушных петелек, значит, у меня на крючке должны получиться 30 петелек. Понятно, да? Несложно. Все. И вот так вот идем, шагаем до конца ряда. И набираем петельки на крючок. Я думаю, что несложно у вас получится. Давайте самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот набрали петельки на крючок, все ровненько, аккуратненько. Теперь наша с вами задача, мы должны будем вернуться вот на начало ряда. Смотрите, как мы это делаем. Берем поудобнее крючок и захватываем ниточку и провязываем в начале одну петельку. Далее захватываем ниточку и провязываем 2 петельки. Захватываем 5 ниточку, провязываем 2 петельки. И так далее. Идем, шагаем по 2 петельки до начала нашего ряда. Все, несложно, несложно. По 2 петельки. У вас получается вот такая вот интересная, как я называю, гусеничка, да? То есть вот такие вот вертикальные капельки. Все, и вот так вот шагаете до начала ряда. Несложно, совсем несложно. Давайте самостоятельно, а в начале ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали до начала ряда. Все ровненько, аккуратненько. Вот такая вот гусеничка. И как мы заканчиваем ряд. Последние 2 петельки провязываем точно так же вместе. Оп, и все, наш ряд закончен. Далее, смотрите, наша с вами задача. Вот мы берем за передние стенки наших капелек. Вот наши капельки. Смотрите, вначале мы беремся за 2 передние стенки вместе. Вот так вот. Захватываем ниточку и провязываем. Оп. Накид спереди назад. Вот таким вот образом. Опять захватили 2 петельки. 1, 2. И провязали вместе. Опять накид ниточки именно спереди назад. Видите? И опять захватили 2, получается, передние стеночки 2 наших капелек. И опять накид спереди назад. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Не сложно? Я думаю, что не сложно. 2 петельки, накид, 2 петельки, накид. Вот так вот.
Все. Красота, красота. И несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем ряд? Получается, вот провязали последние 2 петельки. Так, накид. И последняя вот эта вот у нас петелька остается. Мы провязываем ее вот так вот, захватываем насквозь. Вытягиваем ниточку. Все, наш ряд закончен. Теперь мы должны вернуться опять на начало ряда. Смотрите внимательно. Вначале мы провязываем точно так же 1 петельку, а затем будем провязывать по 2 петельки. Захватили ниточку и по порядочку 2 петельки. Раз. По порядочку 2 петельки. Раз. 2 петельки. Раз. 2 петельки и так далее. Шагаете до начала нашего ряда. Понятно? Не сложно? Не сложно. Самое главное, просто провязывайте по 2 петельки и все. Вот такая картина у вас должна по итогу получиться. Давайте самостоятельно до начала ряда, а в начале ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали до начала нашего ряда. И как мы заканчиваем ряд. Точно так же провязываем 2 петельки вместе. Все, ряд наш закончен. Дальше будьте внимательны. Смотрите, мы вначале провязываем 1 петельку. Так. А потом провязываем 2 петельки. Видите, вот таким вот образом. Раз. И дальше продолжаем, как мы вязали в самом первом ряду. Накид. Опять берем 2 петельки и провязываем вместе. Накид. Берем 2 петельки и провязываем вместе. Понятно? Повторяем самый первый ряд, но просто с небольшим смещением. Все. И вот так вот до конца ряда. Я думаю, что вам это не сложно. Вы справитесь самостоятельно. Вот видите, вот такая получается картина. Начинает формироваться сеточка. Все, давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, опять мы набрали петельки на крючок. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот, когда провязали последние вот эти вот 2 петельки, так, делаем накид спереди назад, но потом провязываем всего лишь только 1 петельку. Раз. И заканчиваем, получается, вот наша последняя петелька. Насквозь вот так вот ныряем и вытягиваем ниточку. Все, и получается наш ряд закончен. Далее точно так же мы возвращаемся на начало ряда. Вначале мы провязываем 1 петельку, а потом провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Точно так же, как мы в предыдущем ряду возвращались, точно так же провязываем и здесь. Провязываем аккуратненько по 2 петельки. Беремся, как нам удобно, поближе, подальше за крючок. И аккуратно со своей скоростью провязываем все петельки. Не сложно? Вот такая картина получается. Видите, все больше и больше видно сеточку. Все, давайте до начала ряда, и в начале ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот опять провязали до начала ряда. Вот смотрите, какая интересная сеточка получается, да? Итак, заканчиваем ряд мы точно так же, 2 петельки вместе. А дальше мы будем вязать точно так же, как мы провязывали самый-самый первый ряд. То есть мы провязывали сразу же 2 петельки. И здесь мы беремся за 2 петельки. 2 петельки, раз, накид спереди назад. Далее опять 2 петельки берем, раз, накид спереди назад. То есть мы с вами, получается, берем по 2 петельки как бы в шахматном порядке, да, в одном ряду так, в следующем ряду немножко смещаем. И все, и вот так вот идем до конца ряда. Понятно? Не сложно? Я думаю, не сложно. То есть принцип узорчика, я думаю, что вам понятен. Получается, вы сейчас провязываете 2 петельки накид, 2 петельки накид до конца ряда. Обратно возвращаетесь по 2 петельки. А следующий ряд вы будете провязывать точно так же, как мы с вами провязывали во второй ряд. То есть у вас будет петелька на крючке, потом вы провяжете 1 петельку, а потом опять начнете по 2 петельки провязывать. Понятно? И получается в шахматном порядке. А на самом деле всего лишь только 1 ряд вы вяжете. Понятно? Я думаю, что понятно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится, какая объемная сеточка. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Я думаю, у вас получится. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такой интересный переход цвета. До розового я не добралась, да, в следующий раз. Вот такая интересная сеточка. Как вам? Такие вот соты, да? Вяжется, видите, очень легко.
изнаночка, лицевая сторона. Как тянется узорчик, смотрим. Ну, вообще не тянется, можно сказать. И тоже практически не тянется. Вот. Смотрите, здорово? Я думаю, что здорово. Как вам? Вязали данным узорчиком? Возможно, вы вязали данным узорчиком, ну, похожим, да? У меня на канале есть вот такой вот узорчик. То есть он такие же как бы соты, но обычным крючком. Изнаночка, лицевая сторона. Помните? Кто не помнит, да, или не вязал, я здесь вам оставлю сверху справа ссылочку. Заглядывайте, смотрите, обычным крючком можно связать вот такой вот узорчик. Очень плотненький, очень такой толстенький, пухленький. Классно смотрится. Здесь, конечно, он получается чуть потоньше, но тоже пухленький. Вот такая красота. Замерим красоту. Итак, я, получается, набирала 30 воздушных петелек. Ну, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Это у меня вот 18 сантиметров. Так. И тут получается, что мы посчитаем вот по этим как бы капелькам, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ряд. То есть поняли, да? Туда и обратно. Тунисский ряд это получается туда и обратно. То есть 2 ряда провязываете, тунисский 1. То есть вот 15. Так. Смотрите, 11 с хвостиком сантиметров. Тоже здорово, согласитесь, да? Кофточка ли, кардиганчик ли, чехол. Угу. Может быть, даже сидушка, накидушка. Почему бы нет? То есть попробуйте. Что-то маленькое свяжите. Может быть, это будет прихватка. А потом войдете во вкус, что-то, может быть, большое свяжете. Девчата спрашивают, как можно связать большую вещь. А возможно, вы не видели, не замечали. Продаются такие интересные тунисские крючки. У них здесь леска. Леска может быть тоже разной длины. Так что вот, можете взять и пледы, и кардиганы, и кофты, и, может быть, кто наволочки вяжет и так далее, и так далее. Угу. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте нюансы, рассказывайте, что вязали, что у вас получилось. Кто не вязал, подбрасывайте идейки. Ну, все как всегда, да? Надеюсь, видео вам сегодняшнее понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Пока-пока.